Шалом, миряне, привет, народ, с вами снова Женя из Израиля, и сегодняшняя тема девушки в Израиле и сексуальные домогательства. Значит, почему решил совместить эти темы? Потому что они как бы похожи, одна дополняет другую, и я не вижу смысла снимать несколько видео. Теперь сразу забегу вперед, скажу так, почему я в данный момент не снимаю на улице? Народ, честно хочу, но на улице такое пекло, что даже в тени очень жарко, поэтому уж простите, я пришел, кондиционер включил. Просто жесть на улице. Я взял с тобой стабилизатор, все взял, телефон. Ну просто не-не-не-не. Пришел домой, потому что так снимать невозможно, а хочется сделать приятно. Поэтому пока так. Как только жара спадет, честная пионерская, будет еще видео снаружи, будет видео всяких обзоров мест, районы, которые вам не покажут по телевизору, все будет. Но конкретная тема сегодня, о чем я хотел поговорить, это дамы в Израиле, сексуальные домогательства. Значит, по поводу дам, особей женского пола. Да простят меня девушки, которые меня смотрят, но я буду говорить именно так, потому что так проще понять ситуацию и правильно ее описать. Значит, каждая дама, которая здесь живет, хоть она будет по виду, извиняюсь, тюлень, да, она думает себе так, как есть такое выражение у нас в стране Израиль, «Коль коц бамидбар зеперах», имеется в виду, каждая колючка в пустыне это цветок. То есть каждая особа думает, что она богиня. Даже когда дама, скажем так, не самых маленьких размеров одевает мини-юбку, туда стринги или вообще без ничего, и короткие топики, все это вываливается, она думает, что это нормально. Но в принципе мы как мужчины не можем, или даже дамы в принципе не могут ей сказать, типа, ты что творишь, так не очень приятно, красиво, но поскольку демократия в стране, каждый одевается так, как он хочет. И знаете, самое интересное, что как ты подходишь вот как бы к любой, хочешь познакомиться. Да, я, кстати, уже жена, 2 детей, мне это не надо, я это все прохавал, да. Вот. И начинаешь типа, здравствуй, как дела? А ты что хочешь? Типа, есть, которые могут ответить, и это нормально. А как только тебя в кавычках посылают, дешевле будет сказать спасибо, извините, что помешал, всего хорошего и уйти. Израильские законы очень сильно защищают женщин, очень сильно. Вот вплоть до того, что вот дам пример, очень грубый, но такие случаи бывали у нас в стране. Идет дама с открытой, с ними наружу, да? То бишь прикрыто, но все-таки видно, что они есть. Мужик проходит, посмотрел, он может сказать, ты меня изнасиловал, да? В принципе, как бы по закону она будет права. По большому счету, если у него есть хороший адвокат, мужику будет очень трудно отмазаться. А самый вопиющий случай, вот если вы как мужчина идете по улице, идет дама, вдруг начинается рвать рубашку, вот, он меня изнасиловал, мужик попадет. Если камер нету, мужик попадет. Он может сказать, он меня щупал, он меня смотрел, когда я голая, и мужик попадет. Скажу даже больше. Я работал в свое время в компании SanDisk. Проработал там где-то 2 с кусочком года. Вот. И я скажу, у меня был случай на работе очень интересный. К нам пришла дама одна на работу. Вот. Выглядела, ну так, на любителя. Ну, скажем так, я понимаю, что некрасивых женщин не бывает. Но она была не букет. Она была нормальная девчонка, прикольная. Со мной работал пацан. Он работал до меня дальше, где-то за полгода. То бишь мы с ним уже много вместе, уже 2 года почти вместе были. Тут был случай. Он говорит этой даме, отодвинься, пожалуйста, надо кое-что сделать. Она не хотела, я буду тут стоять. Улыбается, ржет, прикалывается. Он подошел плечом, просто подвинул, типа, отойди. Ну, нормально, не то, что... Это было при мне, он не трогал ее руками, он подошел плечом, ну, отойди, ну, я ж делаю что-то, блин, ну, не надо мешать. Все хи-ха-ха. Примерно через некоторое время эта дама исчезла, пошла по своим делам. И вдруг этот молодой человек при мне получает телефон, его вызывает начальство высокое. Говорит, ну пойду посмотрю, что они хотят. Вдруг пацан приходит, весь черный, белый, фиолетовый. Иди сюда. Я говорю, что такое? Ты прикинь, она пошла пожаловалась, что я до нее домогался, что я ее щупал и прочее. Теперь ему повезло в то, что в том месте, где мы были, была камера и был свидетель. Меня сразу вызывают, Евгений, что вы видели? Я говорю, я ничего не видел. Он попросил ее красиво подвинуться, потому что надо было что-то там делать. Это лаборатория большая. И вот, нужно было кое-что сделать. Она не хотела, улыбалась. Но он ее, типа, ну отодвинься, пожалуйста. Она говорит, нет. Но он ее плечом аккуратно подвинул, и все. Ну ничего не было, руками он не трогал. Причем пацан, женат, 2 детей тоже.
И его хотели увольнять с компании, но поскольку были свидетели, вот я и камера, да, и было видно, что он не трогал ее, просто ее подвинул плечом. Ему дали такой втык. Естественно, что после этого случая никто с этой дамой не разговаривает. Причем прошло уже года 4, она до сих пор там. Ее все боятся, как ошпаренная. Она подходит, глаза опускает, что ты хочешь. То почему так происходит, потому что понимаешь, что человек больной на голову, да, и никто не хочет с этим связываться. Хотя, с другой стороны, израильские дамы, они, в принципе, нормальные. Да, у них очень сильно увеличены, скажем так, они сильно приукрашивают свои достоинства. Все свои минусы, которые есть, они превращают в плюс, и недотроги такие, да. Я вот такая вся красивая, а ты кто такой? Поэтому иногда нам, мужчинам, немножко трудно общаться с такими дамами. Мой такой реальный совет: мужики, хотите знакомиться с дамами, реально знакомьтесь. Но как только вас в кавычках посылают, вам дешевле будет сказать спасибо, всего хорошего. Поверьте мне, вы не знаете, какая дама стоит перед вами, какие у нее тараканы в голове, а у нас у всех тараканы есть, у мужчин и у женщин. Поэтому, дорогие мои, пожалуйста, для себя опасайтесь таких, извиняюсь, баб. Потому что они есть разные. По поводу, как знакомиться в ночных клубах. Нет проблем, подкатывайте, как обычно, приглашайте на коктейль. Видите, что дама вам отвечает взаимностью, нормально, нет никаких проблем. Но есть такие случаи. Израиль очень сильно защищает права женщин, и иногда даже это идет во вред нам, мужикам. Я понимаю, что есть хуже, есть лучше. Допустим, в Америке что происходит, поскольку я работал в Сандиске, у нас очень много ребят из Америки приезжало, да, и я вижу, они вообще не спрашивают ничего за личную жизнь, женат ты или нет, там это не принято, там это некрасиво это считается. А индусы, самое интересное, они сразу are you married? Ты женат, сколько детей, как зовут жену? Вот у них эта ментальность такая, да, вот а у американцев, к примеру, я заметил это не только в Сандиске, другие компании, которые работают с Америки, приезжают, они никогда не афишируют свой семейный статус, не говорят про детей, у них это не принято. Вот я, как-то мужик пришел, из Америки прилетел, мы с ним уже до этого общались много по электронной почте, по видеоконференции общались, там, по работе. И приехал, после работы сидим, пьем пивасик, он пьет пивасик, я взял виски, как всегда, вместо льда попросил виноград, и в забегаловке, где мы были в ресторанчике, там это прекрасно знали, они мне принесли. Да, я, кстати, как пью виски, я рассказывал уже, поскольку я делал бариатрическую операцию, и мне с газом не очень можно, там, пиво туда-сюда, я беру коньяк или виски, неважно что, и чтобы не портить вкус благородного напитка, вместо льда добавляю туда замороженные виноградинки. Чем это хорошо? Первое, оно охлаждает хорошо. Второе, вы выпили и можете также закусить. Это личный мой лайфхак такой, про который видео уже снимал. И я говорю, жена есть? Он такой, да, мы с ним поговорили. Я говорю, скажи, а почему у вас это не принято? Это может расцениваться не очень хорошо и может перейти в русло домогательства, в принципе. Еще раз, за что купил, за то и продал. Но в Израиле дамы такие. Иногда они думают, что они прямо мы такие, все прямо богини. А ты кто такой? Давай, до свидания. Такие есть. Поэтому не ведитесь. Даже если видите, что девчонка реально прикольная, да, реально классная, и она как-то ведет себя немножко неадекватно, вам будет дешевле просто ее оставить, попросить прощения, сказать, как всегда, ты права, я не прав, ты богиня, а я там фу, всего хорошего, и просто отойти и искать другую. Это реально. Это личное мое мнение, по моему опыту, которое было, которое сложилось, и не только по моему. Я надеюсь, это видео было интересно как мне, так и вам. Поэтому, если вы считаете нужным подписываться на меня, подписывайтесь. Желаю вам всего хорошего. Будет скоро новое видео. С вами был Женек из Израиля. Шалом, миряне. Пока.